try to fly. Всем доброго воскресного утра! Сегодня 1 ноября, и я хочу показать, что на сегодняшний день у меня доцветает на моем балкончике. Прям очень многие девочки просят меня показать, что же происходит у меня на балконе на сегодняшний день. Вот у меня нашлась минутка, и я с радостью с вами поделюсь. Конечно, сейчас в основном цветение отсутствует, доцветают совсем немногие красавицы. Есть такие сорта, неустанные цветуньи. Вот они как раз у меня, эти сорта, и цветут. Один из которых это Тайсука Мики старого образца цветения. Его так называют в народе старого образца цветения, потому что есть два сорта с одинаковым названием. Просто один был выведен садовниками пораньше, это вот этот сорт, который перед вами, а второй был выведен совсем недавно, пару лет назад, и он имеет немножечко другой окрас цветочков и форму лепесточков другой. В общем, у меня тот вариант, который называется старого образца цветения. Очень люблю этот сорт за его колоритный окрас. Он у него, кстати говоря, меняется в зависимости от времени года. На это влияет, как я понимаю, и температурный режим, и длительность светового дня. В летний период она цветет более в таких белых тонах, преобладают светлые оттенки, и фиолетового совсем мало. Вот один цветочек у меня такой остался с летнего цветения, а сейчас она одевает свой зимний наряд, как те зверята, которые меняют свои шубки в зависимости от времени года. Цветоносик, вот этот, с которого она неустанно цветет, это весенний. Она его выпустила весной, при этом она еще на тот момент цвела, но уже пустила новый цветонос. Она его разветвила. Это орхидея с возрастом имеет особенность уже ветвить свои цветоносы. Чем старше орхидейка, те орхидеи, которые способны к ветвлению, с возрастом они как раз проявляют эту особенность. Вот она у меня постоянно, смотрите, доращивает цветоносики, и у меня рука не поднимается отрезать, казалось бы, уже лысый цветоносик, но она неустанно его продляет и цветет, и эту веточку она тоже. Так, камера сейчас сфокусирует. Видите, тоже краешек зелененький. Это означает, что она будет его продлевать. Но у меня, например, совершенно рука не поднимается отрезать ей цветоносик, хоть и он достаточно лысенький, но на конце цветоноса достаточно пышный, красивый шарик. Так, значит, розеточка, если так уже обзорчик по ней делать, розеточка у нее достаточно компактная. Сразу обозначу, на листиках у меня обработка от клеща. Забегаю наперед, отвечаю на вопросы, потому что когда у меня листики обработаны, вот, многие начинающие цветоводы спрашивают, а в чем это у вас листики? Листики вот имеют такие пятнышки, когда ты обрабатываешь от вредителей. Значит, сидит она у меня в мхе. Видите, какие корешочки у нее? Они по кругу бегают и обнимают мох.
Она достаточно влагоемкая, влаголюбимая, поэтому я ее посадила в мох. Но учтите, в мхе могут не все содержать цветоводы своей орхидеи, потому что условия в зимний период должны подходить вам для содержания орхидей в мхе. Но здесь я пока долго останавливаться не буду. Это долгая такая тема. Может быть, как-нибудь расскажу. Следующая орхидейка — это у меня легенда. Она уже тоже доцветает. Цветочки уже не настолько плотные. Они уже такие, ну и даже маленько подвыцвели. Вот. Следующая орхидея, это уже новое ее цветение. Это Тетраспис обыкновенный. Она сейчас практически уже в полном распуске. Она дорастила все свои цветоносы старые. Как известно, все тетрасписы относятся к револьверникам. Это означает, что старые цветоносы обрезать нельзя, потому что они в новом цветении зацветут вновь. Они параллельно могут и растить новые цветоносы, и доращивать свои предыдущие. Это я сейчас наглядно покажу на следующем моем тетрасписе. Значит, стояла у меня эта орхидейка, даже не стояла, а висела в подвесном кашпо. Вот, но стала сушить бутончики. Она засушила у меня 3 бутона. Я поняла, что она показывает мне характер в плане недостатка освещения. И я ее переставила под лампу. И теперь она у меня успешно распустила все свои красивые нежные звездочки. Все тетрасписы у меня тоже сидят в мхе. Это тоже влаголюбивые сорта. Их ни в коем случае нельзя пересушивать, потому что они сразу же тоже могут во время цветения показать характер и засушить свои бутончики. Вот. С этим надо быть внимательным. И вот рядышком у меня стоит тетраспис S1, который вот как раз и демонстрирует вот эту особенность. Она растит у меня новый цветоносик и продлила старый цветонос на аж 4 бутончика. Она уже начинает их раскрывать. И хоть световой день тоже уже стал меньше, но особенность вот эту чередование лепесточков она все же проявит. Видите, у нее есть пятнышки фиолетовые. Я думала, распустятся полностью белые цветочки. Она у меня, к слову говоря, запустила 2 новых цветоноса. Вот видите пенечек, но я его сломала. Неаккуратно формировала я цветоносик, потому что он рос совершенно, рос совершенно в другую сторону, и я начала его направлять по направлению к листикам и его сломала. Эта орхидейка у меня тоже сидит в мхе. Внизу дренаж в виде керамзита. Вот таких у меня 2 красавца стоят рядышком, и скоро оба распустятся, и я обязательно покажу. Так, вот на нижней полочке у меня очень нежная и очень такая, знаете, необыкновенной красоты и хрустальности
орхидейка. Это Equestris Cauria, как-то так у нее название сорта. Ой, секундочку, сейчас вот. У нее настолько красивая неоновая губа, которая кажется прям как фонарики горят. Цветет она тоже уже давно, целое лето цветет, тоже постоянно доращивает свои гроздочки и украшает своим нежненьким цветением мою полочку. Вот первый цветочек распустил мой беляш. Это называется, название сорта Алабастер. Посмотрите, какая красивая у нее тигровая колоритная губа. Летом у нее нету такой яркой губки, она более сглаженных оттенков, а зимой эта тигровая губа просто бросается в глаза на фоне белого цвета, такого прям белоснежного цвета самих лепесточков. Она у меня продлила цветоносик. Я цветонос не отрезала, вот видите, и 6 бутончиков уже, я думаю, это еще не предел. Нового цветоноса пока нет. Так, вот на этой нижней полочке еще у меня стоит вот такая вот равелка. Бантики вот такие, они немножко уже выцвели. Давно цветет орхидея, но она у меня тоже будет доращивать цветоносик. Не знаю, что делать с ним. Оставлять нет, потому что удочка уже большая. Не знаю, как будет смотреться это цветение. Так, вот здесь у меня моя колоритная красотка. Это бабочка Феррара. Я говорила о том, что она у меня продлила цветоносики в одном из постов совсем недавних. Так, новых цветоносов пока нет. Я ее как-то отдельно покажу. Она еще у меня там сзади стоит. Не очень удобно сейчас ее показывать. В общем, такая желтая красивая орхидейка с ажурными петалиями. Ну и, конечно же, дикий кот, неустанный цветун. Мне кажется, это вообще не прекращающиеся каскады цветения, потому что она у меня вот все свои веточки, которые имела, все абсолютно доращивает. И вот еще одна. И она еще пробудила почку на еще одном цветоносике. Будет скоро пышное цветение. Ну и вот еще совсем скоро начнется цветение моего очень красивого сорта Joyride. Недавно совсем показывала его в посте. Она одна из первых запустила свой цветонос, и одна из первых у меня начнет свое цветение в осенне-зимнем периоде. Как говорится, разрежет красную ленточку. Вот. Ну что ж, нет, быстро покажу. Вот у меня тоже начало распуска с боковой почки моей легаты пилора. Но она у меня вообще умничка. Сейчас я покажу. Она у меня пустила вот новый цветонос. Потом чуть позже второй. И боковые почки со старых 2 цветоносов. И вот она уже начала свое цветение. С боковой почечки.
Цветочки, видите, такие насыщенные. Потом со временем они немножечко уже отцветают. Вот она, конечно, будет очень красиво цвести, потому что количество цветоносов невероятное. Розетка у нее огромная, просто целый куст. Сидит она у меня в коре, но с добавлением влагоемких компонентов. Это тоже большая труженица, вообще легата, очень благодарный сорт и цветет очень продолжительно и очень пышно. Ну, вот из цветущих на сегодня это все. Вот, и сейчас вот так кратко покажу весь свой балкончик на сегодня. Как-нибудь покажу вам свои хвойки. Сейчас на улице пасмурно, хоть и утро, и я обязательно включаю досветку. Вот эту я выключила, это красная, потому что не очень комфортно глазам. Я включаю своим орхидеям досветку, чтобы количество света им было достаточное. И еще у меня есть один стеллаж. Вот он. Здесь все, как в инкубаторе, стоят, растят свои цветоносики, пока там никто не цветет. Ну что ж, буду заканчивать свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свой обзорчик. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рада радовать вас своими новыми красивыми обзорами. Впереди, я уверена, будет очень много интересного. Всем до встречи и пока! Try to fly